Всем привет! В этом видео я буду вам показать маленький мастер-класс. Последнее видео у меня то, что я плед вязала клетчатый, скажем так. Мне разные комментарии были. Были комментарии, что это не имитация ткани, это совсем другой, а какой другой, не знаю. Потому что я сначала говорила, что я в журнале увидела и не изучала, а потом, когда название, вроде бы мы с мужем в Гугле смотрели, и это имитация, и по-другому. Ну, тогда, значит, это у меня клетчатый просто. Имитация клетки, так называем, раз так. Вот, еще были девочки, что говорили, это очень понятно, зачем мастер-класс. Еще были девочки, что очень хотели показать. Еще были девочки, что вроде бы изнанку показала, им не видно было. Короче, будем вязать вместе, буду показать. Были девочки, вообще об этом не знали, как и я раньше не знала, честно говоря, первый раз. Смотрите, я взяла более яркий пряжа, делала полотно. Вот наши вот эти квадраты не обращайте внимания, потому что здесь можно такое играть, как ваша фантазия. Можно разные клетки делать, мелкие, побольше. Можно вообще два цвета делать и такие полоски. Вот одну полоску сюда, одну туда. И все. Можно много цвета делать. Я просто суть показываю, поэтому не заморачивалась. А вам можно догадаться или можно вообще взять клетчатые какие-то ткани, имитацию делать. Вот. Смотрите. Я попробовала еще от себя, опять-таки, я не знаю, это есть или нет, я еще вязала широкую полоску. Смотрите, как вам. Я думаю, мало ли кому-то надо широкую. Есть клетки, что широкие, да, там 2 петельки я вязала. Рядом 2 изнаночных оставила. Я считаю неплохо, смотря что будете вязать, правильно? И таким образом и 3, 4, 5 можно делать, и более широкую полоску можно делать, как шотландскую, по-моему, называется. Опять не хочу ничего сказать, чтобы не ошибаться. Вот. Поэтому я это делала, мне нравится. Почему бы нет? Может, где-то можно будет толстые. Вот, смотрите, если жакет вязать, как легко и просто. Джемпер тоже вязать, я считаю, везде. И может, на днях, если у меня настроение будет, скажем так, последнее время моя болезнь, еще и карантин, настроение никакое. Вяжется очень плохо. Поэтому, не знаю, обещать не буду. И я думаю, шапки очень даже красивые будет. Правильно? Мое мнение. Юбки можно вязать. Ну, много чего. Это уже как вы хотите. Я Америку открывать не буду. Будете решать вы. Вот. Еще очень хотели узнать, как изнанка. Еще насчет изнанки. Помните, я когда вязала плед, я каждый цвет обрывала нитку и узелок делала, а потом иголкой одевала. Я больше такое не хочу делать. Конечно, это чуть-чуть трудновато вязать, но оно того стоит. Смотрите, это начало, как я начинала, и это конец. Я нитки не обрывала. Мне кажется, так лучше. В любом случае лучше, чем иголкой, потому что когда-нибудь иголкой одевать, когда-нибудь может вылезти или что-то такое, все равно там узелок, там разные поэтому я не обрывала. А вот насчет изнанки, вот эти поростки, где вот я вязала вот это крючком, да, смотрите, очень даже аккуратно, ничего не видно, не это. Здесь вот эту технику я уже полюбила.
ну, 95%. Знаете, чего мне 5% не нравится? Потому что я всегда люблю, что на изнанке ничего не было. И здесь хочешь не хочешь, будет много, как бы, пряжи прятать. Ничего страшного, вот терпеть можно на изнанке. Вот крупным планом изнанка показываю, вот. Девочки не увидели, здесь ничего такого нету, чтобы некрасиво. Даже если вот так, у нас здесь тоже красиво. Поэтому не думайте изнанки, что хаос. Вот, теперь начинаем. Смотрите, вот изнаночная петля. Заходим туда. Здесь не трудно вязать, чуть-чуть неудобно, тем более как первый раз. И обязательно, я так понимаю и думаю, чтобы мы попали вот эту поростку. Видите? Вот эту лицевую. Поэтому первую петлю помогаем. Я не экономно, много оставляю. Вы делайте как любите, хотите. Вот. Все это изнанки оставляем. Рабочая нить, пряжа тоже на изнанке. Я говорю, чуть-чуть неудобно, и все. А потом будете прилавчиться. А я пока не мотаю, не могу, понимаете? Вот здесь держать первую петельку, чтобы не убежала никуда. Вот здесь есть поростки, правильно? Вот. Надеюсь, все видно на эту пряжу. Я думаю, да. Вот. А кто-то мне еще написала, что пустить петельку эту спущенную делать, потом набирать. Я думаю, некрасиво будет. Не пробовала, не знаю. Честно говоря, не знаю, не буду обманывать. Смотрите, вот. А, еще хочу сказать, что я вязала полотно на тройке спицами, и вот у меня крючок тоже, где фокус, номером 3. Ничего не меняла, и я пробовала, мне понравилось, все нормально. Вот. Надеюсь, все видно. И здесь следите, чтобы вот сюда попали мы, вот эту поростку, потому что когда вот это изнаночное открываешь, вот здесь и тут можно попасть, да, и тут, ну, попасть надо туда, куда надо. Надеюсь, я все вам доступно объясняю, и вот эта камера будет хорошо показывать. Здесь вообще все легко и просто. Вот. Пальчиком будете контролировать. Вот. Да, чуть-чуть неудобно, еще и перед камерой вообще неудобно. Ну, как будете дома сидеть себе, тренироваться, это легко и просто. Сумочки тоже можно вязать таким образом. Почему бы нет? Летные, да, разноцветные, красивые. Еще и как клетки. Сейчас вообще клетки модно. Можно маленькие, большие клетки делать. Как хотите уже. Я не знаю, может эта техника давно есть, наверное. До меня уже дошла сейчас. А здесь уже пряжу не меняем, и на зеленую, видите, на зеленым вяжем, и на горчичную. Вроде бы, смотрите, я в правильном пути, видите, никуда не ушла. Сейчас еще на горчичном чуть-чуть покажу, наверное, на темном не очень видно. А насчет спущенной петельку я даже не знаю. Если вы знаете об этом, услышали, скажите. Мне кажется, если спустить эту петельку, будет очень широкий. Потом будем вязать крючком, и может некрасиво будет. Я так думаю, не знаю. Вот.
И пишите, пожалуйста, насчет вот 2 петельки, что рядом я делала, тоже нравится. Потому что я смотрела, у меня у дочки есть рубашка, там очень черный и красный цвет. Я хотела вообще черный и красный делать. Я думала, наверное, не так видно будет. Вот, смотрите. Поэтому не делала. Там очень широкая полоса идет. А я подумала, почему бы нет. Если 2 попробуем получится, значит и побольше получится. Вот. Сейчас я через камеру вот вяжу. Мне видно. Дай бог, чтобы вам тоже видно было. Сейчас давайте наизнанку посмотрим. Все хорошо вроде бы. Идет как надо. До конца вязать, не знаю, видео может длинный будет, но зато где-то видно, где-то не видно, будет понятно. А вы что делаете на карантине? Пишите, пожалуйста, как вам, у вас настроение. Я вас желаю только эти трудные дни, только здоровья. Остальное Бог даст, или мы сами себе дадим. Ну, у меня много времени было лежать, задуматься, что это за... Не знаю, об этом говорить тоже не хочу, потому что я не медик, не ученый, ничего не понимаю. Ну, просто обидно. У меня даже дети, внуки не ходят. Средний внук ничего не понимает. Сегодня по скайпу звонили, говорит, хочу к вам, плачет. Мне так дурно стало. Ну, что делать? Надо жить правильно. Как сказали, так и будем жить. Посмотрим, дай бог, все пройдет. И будет все хорошо. Знаете, я человек, который увидел землетрясение. Мне очень страшно разные катаклизмы и разные массовые эти. Я вязала, смотрите, все правильно. Теперь последнюю петлю, вот так, ножницы не взяла, и обрываем нитку, и все, смотрите. Мне кажется, очень красиво получается. И вот это 2 петли тоже красиво, и можно еще 5 делать более широкие. Это уже ваша фантазия будет. Вот. Изнанка, вот еще раз, все красиво, все аккуратно, просто и вот эти прятать надо, а что делать? Бывает и так. Вот, мои хорошие, мои дорогие, не болейте, берегите себя, вяжите, как я, вяжите еще лучше. Всем пока, до новых встреч!